Разговор с Богом, канал про энергию человека, а также физическую и духовную практику. Всем привет! Это канал Разговор с Богом. Сегодня я хочу рассказать быстрый обзор вот этой замечательной книжки Оша. Кому не интересно, тот может уже сразу не смотреть. Кому интересно, смотрите. Я быстро пробегусь по оглавлениям. Кому будет дальше интересно, в принципе, можете приобрести эту книгу. Она не очень дорогая. И прочитать ее. Да, в прошлые разы, когда я делал обзоры книг, у меня не было штатива. И теперь сегодня я не держу так телефон, и поэтому я думаю, это будет более лучший вариант. Понимаете? И сегодня также у меня присутствует микрофон, который действительно очень помогает. Чем больше я занимаюсь ютубом, тем больше я приобретаю новых фишек и оборудования. Пока, да, я сам это все делаю и думаю, в дальнейшем буду делать сам, потому что не хочу с вас ничего брать, потому что я сам все это зарабатываю. Вот. Таким образом, сегодня будет рассказ про Оша о чакрах. Да, это необычная такая вещь, чакры, и не для каждого. Вообще Оша, сразу скажу, сложные книги. Ну, чтобы уместить, в общем-то, все в минут 15, не больше, я хочу вам рассказать по главам. Поэтому не будем останавливаться, просто прочитаем вот что в начале написано. Первое, что следует понять о человеке, это то, что человека еще нет. Он лишь возможен некий потенциал. Человек может быть. Человек – это обещание. Собака есть, камень есть, солнце есть. Человек может быть. Оша. О чакрах. Так, в общем-то, какие у нас оглавления в этой книге? Человек – это радуга, кундалини, пробуждение, жизненной силы. Это развитие тонких тел, предпосылка к гармонии первых трех тел, возможности границы научных исследований тонких тел, 7 разновидностей снов и 7 уровнях реальности, естественное свойство и потенциал возможных чакр. Сон бодрствования в чакрах, напряжение расслабления тонких тел. Опыт жизни и смерти в тонких телах, активация сознания тонких тел, йогическая система Патанджали и его понимание 7 тел, воздействие голода и пищи на тонкие тела, феномен праны в тонких телах, тантры и мир чакр. Да, вот оно оглавление, в принципе. И так, я не буду, в общем-то, вас домогать и скажу просто откровенно то, что эта книга я читал очень давно, поэтому если что-то я вот не то упущу, может быть, в общем-то, что-то вам недорасскажу, не обижайтесь, ребят, просто возьмите, купите эту книгу, замечательно, прочитайте, просто интересно. У меня, правда, первая книга, которую я читал Оши, который делал обзор, был не особо хороший обзор, честно признаюсь, да. И по этому хочу сейчас более-менее сказать про нормальный обзорчик. И ту книгу я сразу не мог прочитать, потому что я хотел ее выкинуть. Я просто разорвать ее хотел. Я много чего с ней хотел сделать, но непонятно, почему я не могу ее читать. Не знаю, она очень сложная и очень тяжелая была. А потом мне заинтересовал Оши и другие, в общем-то. И вообще я давно не писал обзоры Оша. Не Оша, а книг. Обзоры эзотерики, книг, в общем. Поэтому сейчас вот. Ну давайте по-быстрому главы. Мы будем смотреть главы, страницы наших глав. Так, 6
получается, значит, мы будем основное читать. Вот, например, человек это радуга. Человек это радуга. Все есть, есть 7 цветов. В этом его красота, в этом же его проблема. Человек многогранен, многомерен. Он не прост, он бесконечно сложен. И из этого сложности рождается та гармония, которую мы называем Богом божественной мелодией. Поэтому первое, что следует понять человеке, это то, что человека еще нет. Он лишь возможность, некий потенциал. Человек может быть. Человек это обещание. Собака есть, камень есть, солнце есть. Человек может быть. Отсюда беспокойство и страх. Как бы не упустить свой шанс, уверен, что нет. Вы можете расцвестись, а можете не расцвести. Отсюда внутренняя дрожь, трепет, тревога. Как знать, сумею ли я? О чем здесь Оша говорил? О том, что, в общем-то, мы еще не осознали то, что чем мы будем вообще заниматься в этом мире и как вообще возможности наши, какие возможности могут для нас быть. Мы должны расцвести, вот о чем речь. То есть, получается, мы растем, дает, кто-то дал жизнь нам, что он свою отдал жизнь, допустим, и получилась наша жизнь, дал возможность нам жить. Наши родители дают нам жизнь для того, чтобы мы жили здесь, в мире. А кто дает? Если вы верите в Бога, а канал мой разговор с Богом, то Бог сначала дает жизнь, а плоть дается, да, мы даем плоть, а Бог дает жизнь этой плоти. Запомните, когда-нибудь я вам прочитаю по Библии, там все то же самое рассказывает. Хотя просто я не особо читал Библию, но нет, я читал, да, Библию в детстве и много чего, но некоторые моменты, которые, да, происходят. Так, ладно. Следующий момент. Мы не будем полностью читать книгу, вы когда-нибудь прочитаете, поэтому следующая 21 страница, мы открываем 21 страницу, и я буду немножко рассказывать, что вообще такое кундалини, пробуждение жизненной силы. Так, теоретическое знание не приносит пользы, анатомическая визуализация кундалини про медитацию бессмысленна. Я не говорю, что кундалини или чакра не существует, кундалини есть, чакры есть, но знания о них не приносят никакой пользы. Скорее, они могут повредить. И есть очень много причин, почему они способны стать помехой. Одна из этих причин состоит в том, что любые знания о кундалини или об эзотерических путях биоэнергии, о внутренних путях жизни силы обобщены. И сами эти пути и их истоки у разных людей различны. У А они одни, у Б другие, у В третьи. Ваша внутренняя жизнь индивидуальна, поэтому никаких теоретических знаний они пользы не приносят, а навредить могут, ибо все это не на вас. Это не может вас касаться, о себе вы узнаете только тогда, когда заглянете вовнутрь. О чем говорил Оша в тот момент. То есть каждый может развить кундалини по-разному, но это начало вашего пути, понимаете? И вы начинаете развиваться духовно, потому что по-другому не будет. Если вы не будете развиваться духовно никогда, значит вы просто постоянно будете на одном этапе. Никогда вы не разовьетесь до того, чего нам дано развиться. Вы постоянно будете перерождаться и заново начинать процесс. Но вы не будете этого помнить, потому что душа перешла в другое, человек другой, совершенно. Да, но воспоминания могут быть. Вот о чем хотел сказать. Этапы развития тонких тел. Так, 41.
Вы говорили о возможности ложной проекции кундалини, которые вы считали не духовное, а психические явления. Однако в своих вступлениях вы сказали, что кундалини чисто психический феномен. Означает ли это, что существует два состояния кундалини, психический и духовный? Для того, чтобы вы это поняли, нужно подробно остановиться на структуре тонких тел. Человек состоит из 7 тел. Первое известно всем, физическое, второе эфирное тело, третье отличное от второго астральное тело, четвертое отличное от третьего ментальное или психического тела, пятого опять же отличное от четвертого духовного тела, шестое отличное от пятого тела называется космическое, седьмое или последнее называется нирвана, шарира, или тело нирваны, бестелесное тело. Немного информации об этих 7 телах позволит вам понять кундалини полнее. Тут говорится о развитии тела, то есть Оша говорил о том, что есть не только физическое тело, но и есть эфирное тело, астральное тело, ментальное тело, духовное тело, космическое и нирвана. Нирвана – это все, что вы достигнете в этом мире, максимум, что вы можете сделать, когда вы физически живы. Вот что хотел сказать Оша. Да, я хочу тоже создать такой ролик, чтобы вы поняли, какие физические тела. И отдельно, у меня был отдельный ролик, быстрый обзорчик. Теперь я буду создавать этапы, в общем-то, развития. Подготовлю вам эти этапы. Так, ну ладно. Предпосылки гармонии первых трех тел. 62 страница. Я надеюсь, что я не нуден и вам быстренько обзорчик делаю первой страницы, которая в это оглавлении, и рассказываю свое мнение, как я понимаю. Предпосылка гармонии первых трех тел. Полная гармония между первым, вторым и третьим телами самых необходима. Если между ними нет гармонической связи, то пробуждение кундалини может пойти им во вред. И есть несколько условий совершенно необходимых для того, чтобы установить эту гармонию, наладить это взаимоотношение. Во-первых, наше тело не достигает гармонии с остальными телами до тех пор, пока мы будем несознательны, нечувствительны по отношению к нему. Под нечувствительностью я подразумеваю, что мы не осознаем своего тела полностью, мы едва осознаем тот факт, что мы идем, стоя едва осознаем тот факт, что стоим, во время еды едва осознаем тот факт, что едим. Что бы мы ни делали со своим телом, мы делаем это не осознавая, подобно сомнамбулам. Если мы не осознаем даже этого тела, то другие внутренние тела мы не осознаем тем более, ведь они гораздо тоньше. Если мы не осознаем этого грубого видимого тела, то вопрос об осознании тонких невидимых тел вообще не встает, так их осознать невозможно. О чем говорил Оша? То, что если мы не осознаем свое физическое тело и другие тела нам не подвластны дальше, мы остаемся на одном и том же этапе. То есть физическое тело как развитие это просто значит мы поедаем еду и больше ничего нам не нужно. А мы должны что-то делать дальше. Мы должны осознавать, развиваться. Да. Становиться интеллектуально развитыми и сексуально развиты и много чего. Вот о чем говорится. Возможности границы научного исследования тонких тел. Так, мы сейчас доходим уже почти до середины. То, что мы называем физическое тело, и то, что мы называем душой, не есть вещи разные и отдельны друг от друга. Между ними нет пропасти, они связаны. Мы всегда полагали, что тело существует само по себе, душа сама по себе, и их ничто не объединяет. Мы думали, что они не только отличны, но и противоположны друг другу. Эта идея стала причиной отделения науки от религии. Люди отводили поиски вне тела, а науки исследования именно тела, то есть всего, кроме атмана, души. Поэтому естественно, что они отрицают друг друга. То есть, если в научном исследовании мы зайдем, значит мы практически